обожаю этот город. Особый цвет иерусалимского камня, насыщенное голубое небо, аромат кофе с кардамоном и лабиринты переулков старого города с ошеломляющей историей. Что интересно, каждый раз хочется чего-то большего, но вместе с тем просто побаиваешься сделать лишний шаг в сторону и заблудиться, или случайно нарушить какой-то особый, тончайший баланс, витающий в воздухе. Есть такое? В этот приезд нам очень захотелось узнать больше об Иерусалиме, и мы попросили Вадима прогуляться вместе с нами. С этого момента мы думали только о двух вещах. Как бы не опоздать к назначенному часу и не проколоться со сменкой. Вадим, какой на сегодня маршрут? Как говорят братья грузины, увидишь. Запоминающийся. Увидите, Лера, увидите. Этот маршрут запомнится вам навсегда. Вот оно, преимущество оказаться среди первых в очень экстраординарном городе. Улицы только начинают просыпаться. И, наконец-то, долгожданные Явские ворота. Интересно, это только у меня такое ощущение, что вот сейчас войду в них и окажусь в какой-то глубокой древности. Но попадем мы в старый город сегодня совершенно необычным путем. Сейчас для вас начнутся чудеса. Между камней тех фрагментов зданий, которые вы сейчас поснимали, относительно недавно, когда появилась возможность, появились средства на эти исследования, были обнаружены фрагменты какого-то растительного происхождения, которым можно было сделать углеводородный анализ. И этот анализ показал, что этим строением, не пугайтесь, порядка 4000 лет. Теперь смотрите, мы знаем, когда приходил в эту страну наш праотец Авраам. Мы это знаем. Это было очень условно, примерно 3850 лет назад. Поэтому мы не можем абсолютно точно сказать, что не из какого-то из этих строений вышел навстречу моему праотцу Аврааму местный царь, царь Шалема, которого звали Малькицедек. Мелех на иврите это царь, цедек это справедливость, царь справедливости. Вот что сказано в книге «Бытие». У евреев она называется Берешит, Берешит, то есть в начале. А Малькицедек, царь Шалема, вы помните, как мы называем этот город сейчас? Иерушалаим. Мы полагаем, что Шалем этот самый город, а Малькицедек, царь Шалема, вынес Аврааму хлеб и вино. Он был служителем Бога Всевышнего. И, внимание, он благословил его, сказав: Авраам благословен Богом Всевышним, Создателем неба и земли. Скажите, пожалуйста, что вы поняли из этого отрывка? Вы поняли, как принято благословлять на Ближнем Востоке хлебом и вином. Авраам был человеком, пришедшим в эту страну, вы люди, пришедшие в эту страну. Малькицедек был местным, я местный. Малькицедек благословил Авраама хлебом и вином. И я тоже хочу благословить вас хлебом и вином на долгую жизнь, на великую любовь и на прекрасные свершения. Это сок, виноградный сок, но и на него можно делать благословение у евреев так же, как и на вино. Барух ата Адонай, Элоэйну мелех хаолам, боре приагафен. Аминь. Нужно говорить аминь. Аминь. Лехаим. Лахаим. За жизнь. Барух ата Адонай, Элоэйну мелех хаолам, муци лехем мин хаарец. Аминь. Аминь. Аминь.
Это, конечно, уникально. После такого яркого начала нам просто необходимо волю оторваться и исследовать каждый уголок. Начнем с того, что же нас окружает. На самом деле я очень люблю эту смотровую площадку, я не буду вам долго морочить голову. Чем я ее люблю, она 360 градусов, она абсолютно круговая. Давайте по сторонам света. Там север, там юг, там, соответственно, восток и там запад. Вот это третья святыня суннитского ислама, мечеть Эль-Акца, на конце, на краю света. В данном случае на конце храмовой горы. Эль-Акца по-арабски, Аль-Хакаце по-еврейски, то есть на краю. Стена храмовой горы, то, что за этой стеной, это то, что мы называем храмовой горой. Там, где стоял Иерусалимский храм. Восток. На востоке одно из наиболее древних в иудохристианской цивилизации кладбищ, вот это еврейское кладбище огромное, ему как месту захоронения, не могилам, конечно, порядка 3000 лет, и испокон веку евреи старались похоронить своих близких здесь, потому что по иудейской традиции именно здесь, когда придет Мессия, начнется восстание из мертвых. Поэтому очень важно быть похороненным здесь. Окей. Поворачиваемся сюда. Смотрим сейчас строго на восток. Под нами Кедронский поток. Ну, сейчас воды нет, но, в принципе, вот это вот все дело, оно уходит туда далеко-далеко-далеко, и Кедрон впадает в Мертвое море. Когда есть вода, естественно, впадает в Мертвое море. Но сейчас здесь уже обжитая зона. На самом деле эта обжитая зона называется на иврите Кфар-Шилоах. Как бы выселки я перевожу это название. В Евангелиях написано «посланный» или «посланец». Мне приходилось слышать, что после экскурсии по Иерусалиму многие ощущают какой-то груз. Словно весь этот город, сам измученный всей тяжестью своей истории, переносит все это на людей. Кому-то такое знакомо? Ну вот сейчас-то мы и проверим, произойдет ли это с нами. Короче говоря, куда я вас привел? Гора Давида. Да, мы в городе Давида. Это настоящий археологический памятник, место рождения самого Иерусалима. Расположен он к юго-востоку от старого города, недалеко от источника Гихон. Теперь, естественно, у нас 2 еврея, 3 мнения, 4 партии, 8 синагог или 1 международный шахматный турнир. Поэтому у нас есть много мнений. Если Эйлат Мазар сказала, что это дворец Давида, разумеется, есть археологи, которые говорят, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. А тогда что это? Тогда это та крепость, которую штурмовали люди Давида. То есть она еще древнее. Давайте продвигаться. Вот эта подпорная стена, которая подпирала либо дворец Давида, либо вот эту самую крепость, да, то есть я даже где-то читал, что может быть, что ей до 3800 лет, поэтому когда мы говорим о том, что вот мы пришли в старый город, стена, на Явских воротах мы стояли, стена старого города, но меня разбирает смех, да как это же просто 500 лет стене, просто новострой. Здесь есть так называемая сожженная комната. Сейчас я вам кое-что покажу. Так вот, в этой сожженной комнате были обнаружены печати, которыми царедворцы, царские писцы клеймовали свои письма или документы. Дело в том, что когда пришел Навуходоносор, 586 год, и разрушил храм, который построил Соломон, он думал, что если он сожжет Иерусалим, то он навсегда изведет из памяти людской все, что связано с этим городом. Но на самом деле, что произошло? Вот эти глиняные печати закалились и стали, ну, буквально, можно сказать, как металл. Они стали жесткими, они стали очень прочными. И поэтому, когда уже в наше время, в самом конце 20 века они были обнаружены, выяснилось,
ужасно любопытная подробность. Оказалось, что книжка, которую евреи читали, ну, по крайней мере, 2700, может быть, 2500 лет, а христиане 1700 лет, я имею в виду Танах, Ветхий Завет. Так вот, те имена, с которыми мы знакомились в этой книге, и мы думали, что да, вероятно, это какие-то вымышленные персонажи. Чего подобного. Оказалось, что мы обнаружили печати с их именами 2700-летней давности. Любопытно, правда? Что интересно, нам удалось не только увидеть, постоять рядом, но и оказаться под этими древними строениями. Итак, представьте, на этом месте была та самая крепость, которую штурмовали люди Давида. Вы помните, что в лоб взять город невозможно. Такие укрепления, которые вы видели, что хромые и слепые могут его захватить. Поэтому его спецназ тогдашний штурмует город через водовод. Я вам даже, наверное, покажу, откуда они подныривали. Если удастся туда зайти, я вам покажу, откуда они появились в этом городе. Они штурмуют город изнутри. А затем, еще через 300 лет, царь Хискияу срывает эти постройки и переводит, то есть он срывает все, что связано с водохранилищем от этого водовода, и переводит воду этого из источника Гихон внутрь города, чтобы, цитата, «не нашли цари ассирийские здесь много воды». Потому что мы на Ближнем Востоке, у кого вода, тот владеет ситуацией. Ну что, мы погружаемся. Чтобы вы понимали, сейчас 11:30, а встретились мы в 8:30. Время здесь летит очень быстро. Так, держимся двумя руками. Да. Следы вот этих вот зубил, которым там свыше 3000 лет. Это что, плохие? Да. То есть без специальной обуви туда лучше не заходить. Сейчас увидите. И без фонариков тоже. Сейчас увидите. Значит, смотрите, если я включу вот так, то значит мне нужна помощь. Так сказать, последний шанс сделать выбор. Тоннель Хискияу, он же тоннель Изекия или Силаамский туннель. Длина туннеля 533 метра, одностороннее движение, прогулка занимает около 40 минут. Максимальная глубина воды 70 сантиметров. Самые узкие места в туннеле около 60 сантиметров. Нельзя останавливаться при движении в туннеле и садиться в воду. Посещение на свой страх и риск. Если вы хотите продолжить свой визит, не входя в воду, продолжайте движение по Ханаанскому каналу и следуйте указателям. Окей. Ханаанский тоннель. А здесь написано тоннель Хискияу. Вот этот тоннель Хискияу это то, куда мы сейчас пойдем. А Ханаанский тоннель это вот здесь. И вот прямо недалеко отсюда. Я просто не хочу заходить, чтобы потом нам будет сложно выйти. Вот отсюда они подныривали вовнутрь. То есть этот древнее, вот этот моложе. Этот 2700 лет, мы знаем, когда его откопали. А вот этот мы не знаем, это было до этого. Теперь смотрите. Смотрите, значит, сейчас, если есть что-то в кармане, брать наверх. Для ориентировки мы входим в туннель где-то примерно здесь и передвигаемся по весьма извилистому пути. Колоссально. Только вдумайтесь, вырытый, построенный, да как хотите, примерно 2700 лет назад, когда не было ни GPS, ни каких-то там лазерных измерительных приборов, туннель Изекия соединил Гихон, единственный источник пресной воды, с Силаамской купельней, расположенной в юго-западной части города Давида. Я такого не ожидала. Как видите, достаточно узко. К тому же в некоторых местах касаешься головой верхнего свода.
Вода очень чистая и достаточно прохладная, но помним, она не питьевая. Осторожно, дырка. Где дырка? На самом деле две бригады шли одна напротив другой, они шли по карстовой трещине. И в результате они встретились. По оценкам ученых, на все строительство могло уйти от 9 месяцев до 4 лет. Они когда встретились, они это дело отметили таким плакатом. Плакат просто был каменный. Турки, когда правили этой страной, они отсюда увидели. У нас есть реплика. Эту реплику в конце вы увидите с левой стороны. В некоторых местах можно отчетливо увидеть, что уровень воды поднимался до 1,5 метров, а то и выше. Шум воды, удивленные возгласы, но еще и пение – это то, что мы услышали во время нашего пути. Один раз мы шли за очень религиозной польской группой, которые хотели петь псалмы. Мы же в городе Давидов, псалмы Давидов. Ну вот они и пели, и шли все равно. Теперь о том, что не попало на камеру, так как я не хотела тревожить и вторгаться в частные границы. Но рассказать-то я могу. Некоторые верующие израильтяне совершают здесь обряд омовения, свидетелями которого мы нечаянно оказались. Когда основная масса туристов ушла, молодой израильтянин попросил нас отвернуться, разделся и совершил прямо здесь омовение, как в микве. Часть маршрута закончена. Таким туристам, как мы, может показаться, что в Иерусалиме одна большая нескончаемая стройка. На самом же деле во многих местах, закрытых строительными лесами, заборами, проводят раскопки. И на территорию некоторых из них можно даже зайти. שלום וברכה, יש לנו כרטיסים. אני מורה דרך וזוג תיירים. אני יכולה לראות את הכרטיס בבקשה? покажите, пожалуйста. כן, בהחלט. The door is unlocked. Calling now. Please wait a moment. וברכה. Unlocked. תודה. Туда. За мной. Значит, мы сейчас поднимаемся наверх. Обратите внимание, что вот это безобразие было вот так уложено 2000 лет назад. Мы сейчас проходим под тем местом, над которым стоит вот этот серый купол. Помните, я вам показывал? Да. А перед ним стена. Мы Да. под этой стеной. Вау. Это стена старого города. Теперь культурный восторг, о котором я вас предупреждал. Стена плача. Невероятно. Чтобы вы не думали, что я вас обманываю, пожалуйста. Это подпорная стена тех арочных конструкций, на которых покоится плато Храмовой горы, на котором стоял храм. На всякий случай, чтобы вы видели, что я вас опять же не обманываю, вот. Western Wall. Ну, то есть объект на минуточку стоит или 2000 лет, или с небольшим, там 2000, предположим, 40 лет, или 2140 лет.
Что мы построим, что простоит 2000 лет? Нам, конечно, очень повезло. Во-первых, просто так сложно найти в интернете информацию о том, как посетить такие места. Во-вторых, практически невозможно найти человека, который готов потратить свой единственный выходной день, в Израиле же только суббота выходной день, и показать все потайные дороги, ведущие к святая святых. Ну а в-третьих, это же еще надо доверять друг другу. Вот кто из вас прикасался к стене плача при таких условиях и в таком месте? Честно, я даже не предполагала, куда мы попадем. Ну и как? Все, мы в старом городе. Круто? Мы много чего знаем. Вот это, например, явно выходит из стены. Это была та самая лестница, по которой молящиеся поднимались на Храмовую гору. Для того, чтобы подняться на Храмовую гору, ну, в древности, по крайней мере, когда люди приходили на паломничество в Иерусалим, нужно было совершить ритуальное омовение, чтобы быть ритуально чистым. И вот здесь у нас вот этот самый бассейн ритуального очищения, этим заборчиком небольшим, который разделяет путь тех, кто спускается и еще ритуально не очистился, и тех, кто поднимается, и он уже ритуально чист. Христианское таинство крещения, оно вот отсюда. И купель, христианская купель, не что иное, как правнук еврейской вот этой купели, если хотите, еврейского ритуального бассейна очищения, который называется микве тегора. Миква. И таких микваот здесь в округе найдено около 40. Вот. Идем. 2 часа дня, и в принципе до этого времени мы гуляли практически одни по Иерусалиму. Невероятно, правда? Пора ощутить темп современной жизни старого Иерусалима. Кстати, время-то обеденное, и думаю, многим интересно узнать и об одном интересном ресторанчике. Мы идем в едальню, куда я хожу много лет. Сейчас мы узнаем. Далее все как по классике. Стена плача, храм гроба Господня, русская православная церковь за рубежом. Наверное, я не покажу вам в этом видео и четверти того, что нам поведал Вадим. Но согласитесь, я уже поделилась с вами главным – своим контактом. Как говорится, главное не все знать, а знать, где найти. Да, кстати, это привет от Адриана, 2 век нашей эры, город Эллия Капитолина. Вы здесь очень хорошо ориентируетесь. Я здесь живу. Хорошо, значит, на самом деле я не ставил своей задачей сегодня показать вам Иерусалим. Я хотел показать ту небольшую часть, которая называется Град Давидов. Ну и немножко я вам показал какие-то дополнительные вещи. Одну русскую церковь на русском подворье, гроб Господень, но сегодня приплыл туристический корабль, поэтому там не повернуться. Поэтому это вам все, так сказать, задел на будущие разы. И тем не менее, в конце дня, если день удается, а мне показалось, что сегодняшний как бы удался, 100%. я читаю стихи. Я очень люблю стихи. Я читаю стихи. Поскольку мы в Иерусалиме, наверное, должен быть стишок про Иерусалим. «Твоих камней, Иерусалим, я слышу мудрое молчание. В них стон, молитва, причитание всех, кем ты был боготворим. В них рев огня, сражений гул и гордый клич, и плач предсмертный.
туман, уходит предрассветный. В те дни, когда был жив Саул, как в дни Давида, Соломона, восходит солнце над тобой, толпа галдит наперебой, верблюд лежит в тени лимона. Ты вечен и неразделим, другой тебе споет осанну, когда я белой пылью стану твоих камней, Иерусалим. Спасибо за внимание. Это стихи Романа Любарского. Спасибо За большое. внимание. Теперь внимание, у меня к вам небольшая просьба. Пожалуйста, черканите коротенький комментарий. Вам это ничего не стоит, а мне будет очень приятно. Лайки и новая функция YouTube суперлайки тоже очень приветствуются. Все, всех обнимаю, пока!